Львы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами будем разбирать очень интересную тему, а именно 12 задач года. Почему 12 задач и какого года, если Новый год уже наступил? Но по факту именно 10 февраля энергии года дракона вступают в свои права, в свою силу. Начинается китайский Новый год, соответственно, новые энергии входят в нашу жизнь, и этот цикл, этот период у нас будет длиться до 28 января 2025 года. Данный расклад он в большей степени будет не прогностическим, а аналитическим. Мы проанализируем каждый из 12 домов с целью посмотреть, на что нужно обратить внимание, что нужно проработать, какую модель, методику поведения нужно выбрать, чтобы ваша жизнь была максимально плодотворной, продуктивной и вышла на более новый, качественный уровень. Поэтому приступаем. Итак, львы. Что же вам стоит в рамках этого года, года дракона, проработать по первому дому? И у вас здесь ложится аркан восьмерка жезлов. Что такое первый дом? За что он отвечает? Первый дом – это наша точка «я». Это наша внешность, наша конституция, манеры, темперамент, характер, тип самовыражения, восприятие себя, позиционирование в социуме. И вот здесь восьмерка жезлов – это карта скорости, это карта активности, то есть помните, движение – жизнь. Больше спорта, больше активности, больше динамики, общения. И вот не зря здесь у нас изображен дракон, который готов испепелить любого, кто посягает на личные границы, на личную территорию. То есть это, по сути, такая позиция научиться давать отпор. В первую очередь, конечно же, словесный, потому что восьмерка жезлов у нас все-таки карта коммуникации. Знаете, как постоять за себя, отсечь ненужных лиц или отсечь какие-то сплетни, догмы, дезинформацию в отношении вас, может быть, вашего дела. И вообще, что такое восьмерка жезлов? Восьмерка жезлов – это не просто карта активности, она вас призывает, если у вас есть возможность как можно больше в рамках этого года путешествовать, посещать новых мест, изучать новую культуру, новые страны, потому что, скажем так, из каждого места вы возьмете частицу себя. Это позволит вам поменяться в лучшую сторону и ментально, и духовно, и личностно, и, безусловно, внешне. Потому что по восьмерке жезлов это яркий, это экстравагантный, это крайне такой запоминающийся образ, детали, аксессуары. То есть, по сути, как говорят, да, врезаться в память. Вот это можно сказать по восьмерке жезлов. То есть тот, кто с вами будет знакомиться, однозначно вас не забудет. Восьмерка жезлов – это произвести впечатление. Но первое впечатление – это карта скорости. Поэтому вы должны запомнить о том, что именно внешность в рамках этого года для вас первооснова. Потому что, во всяком случае, в вашем случае это такая ситуация, когда встречают не только по одежке, но по харизме, по подаче, по тому, как вы себя несете. Вот, это важно понять и осознать. Анализируем с вами второй дом. Что идет по второму дому? Ой, у нас по второму дому идет аркан влюбленные. Что такое второй дом? О чем он говорит? Это наша точка возможностей, это наше имущество, доходы и, безусловно, это наши виды трат. Поэтому это материальные ресурсы, которые мы имеем не только от рождения, допустим, от родителей, как капитал, как наследство, но и те, которые мы приумножаем, зарабатываем во время своей активной трудовой деятельности. То есть это имущество, это бюджет, это наши наличности, ну и, конечно же, откуда? Что здесь идет? Так вот, карта влюбленных в первую очередь показывает, что здесь может быть не один источник дохода. Плюс активная материальная поддержка, в первую очередь, конечно, со стороны партнера по личной жизни или партнерши, но и, может быть, от деловых партнеров в том числе. Потому что влюбленные – это та материальная база, это деньги из нескольких ресурсов, из нескольких источников, которые позволят вам ощущать себя более комфортно. С точки зрения рекомендаций, это не инвестировать, не складывать все, так сказать, в одну ячейку, не складывать все яйца в одну корзину, а, допустим, распределить их по разным проектам. Это для вас будет более благоприятно, плодотворно и даст какую-то такую толику безопасности. Но поскольку второй дом у нас это ресурсы энергетические, то есть наша энергия, наша харизма, то у вас здесь она будет идти через седьмой дом, через партнерство. Хотя вы скажете, какая взаимосвязь второго и седьмых домов, но здесь вот как раз через личную жизнь, деловую, через социальные связи будет приходить много энергии. Поэтому черпайте, берите себе на вооружение. Анализируем третий дом.
что у вас здесь по третьему дому? А вот здесь ложится 7 монет. Третий дом – это у нас точка коммуникации или дом, который отвечает за повседневное наше общение, наш круг. Знакомые знакомых, коллеги, друзья, братья, сестры, соседи, может быть, какие-то люди на конференциях, на курсах. Почему? Потому что вот третий дом – это также краткосрочные курсы, мастер-классы, вебинары и так далее. Так вот, здесь, как ни странно, 7 монет, она вам рекомендует не распыляться на что-то краткосрочное. То есть, если вы и вкладываетесь в какое-то образование, знания, науку, они должны быть фундаментальными. То есть, это не курсы двухдневки или там недельные, то есть, это обучение как минимум там полугодовое, годовое или может вообще там длительный цикл, вы пошли на второе высшее образование, потому что то, что в себе несет ресурс и перспективу. Если рассматривать в целом коммуникацию с вашим, так сказать, повседневным кругом общения, то в большей степени может сойти на нет, потому что у вас будут смещены акценты, другие цели, другие задачи. Это не значит, что вы не будете общаться с друзьями, знакомыми, нет. Но вот знаете, это больше общаться с близкими, с родными, нежели просто со знакомыми или там друзьями или там единомышленниками по клубу. Вот на какие-то пустые разговоры у вас не будет хватать времени, ресурсов и сил, а самое главное, как показывают арканы, вам это и не нужно. С вами анализируем 4-й дом. Что по 4-му дому? Здесь у нас ложится 3 монет. И поскольку у нас 4-й дом – это точка происхождения, или иными словами, наш фундамент. О чем здесь идет речь? Это наше место происхождения, это наша родина. Почему называют 4-й дом фундаментом? Потому что у нас ось 4-го и 10-го домов, то есть то, что заложили, то впоследствии получили в социальном выражении. Победу, славу, достижение и успех. Это семейные корни, это недвижимость, это родина, взаимодействие с матерью, с отцом. Так вот, 3 пентаклей говорит о том, что либо вы можете попробовать себя или реализовать в сфере недвижимости, стройки и все, что у нас связано напрямую или косвенно с аспектами недвижимости. Ну, будь то там дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн или прочие какие-то там еще нюансы, связанные с недвижимостью. Опять же, работа на дому. Открытом себе кабинет, офис и работать удаленно. Потому что здесь создать для себя структуру, которая будет максимально удобна и комфортна для вас. Опять же, помощь и финансовая поддержка членам семьи. На это указывают арканы. И здесь это, в принципе, как бы вопросы комфорта, процветания. Кстати, еще как акцент, поскольку у нас это карта Родины. У многих, если вы собираетесь открывать бизнес, какую-то деятельность, именно процветание будет на родине. Поэтому вот такие здесь энергии. Переходим с вами к 5-му дому. Что необходимо проработать здесь? 9 монет – это самодостаточность, это самооценка, позиционирование себя в социуме. И опять же, совместить приятное с полезным. Буду сейчас объяснять, что, зачем, как и почему. Поскольку у нас 5-й дом отвечает за наши хобби, наши интересы, азарт, успех, увлечение детей, а также за любовь, за эротизм. То есть по 5-му дому у нас проходят любовники, любовницы. К чему же здесь 9 монет? Итак, если это хобби, то хобби, которое должно приносить не только удовольствие, но и заработок. Причем заработок достойный, высокий. Если это дети, не жалеть денег и инвестировать в детей, в их развитие, в их увлечения, опять же, инвестировать в себя, в какие-то творческие начинания, в свои хобби, развитие, секции и так далее. Если это отношения... Вот сейчас мне говорят, ой, я там не нужны любовники, любовницы. Речь может идти о том, что вы, допустим, не состоите в партнерских отношениях, то есть у вас там нет супруга, супруги, но эта карта может говорить о том, что у вас, знаете, как легкие, мимолетные какие-то связи. Так вот, 9 монет – это оценивать отношение к партнеру или партнерше к себе по поступкам. 9 монет – это карта материальная. Материально у нас это или деньги, или отношения, как человек себя ведет. И такая должна быть позиция, и на меньшее я не согласен. Или не согласна. Ну, по принципу, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Не позволять к себе какого-то некорректного отношения. То есть, да, может, это будет такая позиция «я с короной на голове». Ну, простите, кто у нас из львов не с короной на голове? Хотя вы это можете отрицать, но вот у кого, у львов, неважно, солнечных или асцендентных, все равно гордыня, эго, они раздуты больше, чем у других знаков зодиака.
потому что лев, он себя позиционирует как царь зверей. Смотрим с вами дальше. 6-й дом. О чем здесь идет речь? Какова ситуация? По 6-му дому. 6-й дом. Туз мечей. Непростой аркан. Сейчас будем разбирать с вами почему. Поскольку у нас 6-й дом – это точка опоры или точка силы, потому что он отвечает у нас и за работу, и за состояние здоровья. Да, этот вот дом включает в себя таких несколько аспектов. Это наши повседневные служебные обязанности, заботы, это бытовые наши заботы, ежедневная рутина по дому, допустим. Это опять же самочувствие, болезни, лечение. То есть здесь, по сути, еще и баланс работы с отдыхом, потому что если мы не оформили, не организовали себе комфортные, организованные трудовые условия, это сразу будет идти в минус по физическому, ментальному и эмоциональному состоянию. Что такое туз мечей? Это расставить точки над «и». Это может быть прописать вот от и до какие-то условия работы, или внести какие-то корректировки в ваш график, в ваши трудовые обязательства. Если по состоянию здоровья туз мечей, на что может у нас указывать? Это и анализ, и чекап-лист, и какие-то, может быть, даже плановые хирургические вмешательства. Потому что что такое туз мечей? Ну, это в прямом смысле слова резать. То есть не бойтесь, что это там сразу какие-то полостные операции, мы сейчас посмотрим. Это могут быть вопросы стоматологии, или же... Вот сейчас давайте, чтобы не гадать, посмотрим, что по факту здесь, о чем идет речь. 10 жезлов, 7 чаш и 9 мечей. То есть, если вы чего-то боитесь, опасаетесь, что-то вас беспокоит по состоянию здоровья, гнетет, то 10 жезлов, 7 чаш – это не витать в облаках, не думать, не накручивать себя и не быть в состоянии тревоги и панических атак, а, допустим, пойти по тузу мечей и расставить точки над «и», то есть пройти обследование. То есть не оттягивать. Опять же, если это работа, которая у вас уже там все, знаете, настолько вас нагрузили теми задачами, что вы уже не тянете, сесть и откровенно поговорить об этом с руководством. Да, могут они вам сказать: слушай, много хочешь, но в таком случае у вас хотя бы будет понимание, что нужно расставить точки над «и» и искать для себя какую-то альтернативу. Потому что не загонять себя в состояние страха, переживаний, стресса. Вот вам это категорически нельзя, иначе может, так сказать, полететь весь организм. Смотрим 7-й дом. Что прорабатываете по 7-му дому? По 7-му дому прекрасная карта. У нас здесь ложится рыцарь чаши, поскольку у нас 7-й дом – это наша точка «я». Почему? Потому что вот ось 1-7 домов. Как я себя позиционирую, воспринимаю, так меня воспринимает социум. 7-й дом у нас отвечает за наших партнеров по личной жизни, по деловым контактам и за врагов. Потому что это... фактически, назовем так, наши самые близкие люди. И вот рыцарь чаши, у кого-то это может быть предложение руки и сердца, или если вы в браке, укрепление отношений. Опять же, выгодные контракты, сделки. Если это враги, то по рыцарю чаш это может быть даже как с их стороны идти на примирение, там, на затишье, на период такой, назову там, дипломатии. И вот здесь аркан вас призывает к аналогичным действиям. То есть не решать все посредством силы, гнева, агрессии, ультиматума, а решать посредством дипломатии. Как бы для вас, может быть, в чем-то это не было чуждо, потому что все-таки вашим сигнификатором является аркан сила. Это я вам покажу Кузькину мать, всех загоню под каблук, но не в рамках этого года. Вот здесь нужно поступать через мудрость. Смотрим, что нужно проработать по 8-му дому. 8-й дом, и у нас здесь ложится король жезлов. Поскольку у нас 8-й дом – это точка границы, или мы его еще называем там дом жизни и смерти, поскольку он отвечает действительно за ситуацию, связанную с переменами по этому состоянию. Тут угроз жизни нет. Здесь единственное, что король жезлов – это человек, который может влиять на ваши ресурсы. Каким образом? 8-й дом – и дом чужих денег. То есть это банки, это могут быть какие-то там фондовые рынки, биржи. Это деньги вашего партнера по браку, это деньги вашего делового партнера. То есть, иными словами, это влияние этого человека на ваши финансовые возможности. И опять же, смотрите, ось 2, 8 домов. Обратите внимание, видите, здесь поддержка финансовая со стороны другого человека. То есть здесь влияние мужчины огненной стихии, Овен, Лев или Стрелец, позволит вам достичь новых высот, новых возможностей.
Конечно же, это дом также у нас оккультизма, но я скажу так, я не вижу, чтобы вы здесь активно практиковали. Максимум, что у вас здесь может быть, вы можете к кому-то обращаться, дабы, так сказать, расставить себе ориентиры в жизни, то есть пользоваться услугами каких-либо эзотериков, чтобы понять, совпадают ли ваши амбиции с вашими действиями, с желаемым, и сможете ли вы этого достичь. Будем смотреть с вами 9-й дом. Что по 9-му дому? Девятый дом. Паж монет. Поскольку у нас это точка духа, 9-й дом у нас отвечает за интеллектуальную жизнь, религии, дальние путешествия, вопросы иммиграции, переезда. Это, в принципе, наше мировоззрение, философские убеждения, наша вера. Это высшее образование, ну и, конечно же, вопросы судебных дел. Паж монет напрямую здесь указывает на вопросы обучения. Как вы можете обучаться за рубежом, так и вы можете кого-то обучать из дальних земель. Ну, допустим, если у вас какие-то курсы, мастер-классы, или вы обучаете, там репетитор, к примеру, то это будет новая группа лиц, новые стажеры, студенты, которым вы будете передавать эти знания. Безусловно, и вы можете черпать этот источник знаний. Здесь нет ситуации, что вы меняете веру или религию. Паж монет – это попытки изучить, понять, может быть, примерить на себя, нужно ли вам это. То есть, вы знаете, как копнуть истину. Но смены религии, безусловно, здесь не проходит. То, что касается путешествий, они максимум могут быть в большей степени по работе, по учебе, то есть по каким-то деловым аспектам, нежели в плане отдыха. Это не значит, что у вас не будет отпуска, но здесь именно большая часть поездок будет сопряжена с какой-то активной деловой деятельностью. Смотрим с вами 10-й дом. Прекрасная карта, замечательная. Вот львы, посмотрим, ладно, промолчу пока, знаете, чтобы не сглазить. Потому что 10-й дом, аркан звезда, и 10-й дом – это высшая точка гороскопа, это дом наших достижений, это дом социального статуса, успеха, карьеры, это высшая точка гороскопа. Она указывает на наши устремления, на наши амбиции, которые мы можем достичь и реализовать в социуме. То есть, иными словами, это наш новый жизненный уровень, этот максимум, который мы можем достичь в профессии и в жизни в целом. Это род занятий, это профессиональные достижения, это карьера, это социальный статус, это репутация и награды. И здесь ложится аркан звезда. Это успех, это медийность, это признание, это действительно какие-то заслуженные награды, признание социумом или в коллективе. Опять же, для вас достижение цели, исполнение мечты. Там, выйти замуж, ну как вариант. Родить ребенка, стать бабушками, дедушками, потому что звезда, вот она, исполнилась мечта. И если вы хотели реализацию в карьере, или, может быть, смены карьеры, то есть смены статуса, то здесь приложите не максимум усилий, он у вас будет. Но в большей степени, если мы с вами посмотрим, это, конечно, идет вопрос 7-го дома. То, как говорится, у вас перемены будут большие по деловым взаимоотношениям, может быть, в свой бизнес откроете, и по вопросам личной жизни. Но видите, как показывают арканы, перемены благостные. Это самое главное. Так, смотрим с вами 11-й дом. Что по 11-му? И здесь замечательно. Туз чаш. Что такое 11-й дом? Точка социальности. Это дом, который отвечает за друзей, единомышленников. Но к нему, конечно же, относятся спонсоры, меценаты, покровители. Вы можете стать чем-то фаворитом. Это дом исполнения мечты, надежд, целей, выигрыша. Это дом благотворительности. Так вот, о чем здесь говорит туз чаш? Это любовь публики к вам, ваших друзей. Это, знаете, когда вы своей харизмой, своей подачей, своей энергетикой, своим подходом к людям, своей искренностью будете, знаете, в прямом смысле подкупать, нравится. И люди безвозмездно будут желать вам помочь, в чем-то поддержать, будут к вам тянуться, они от вас напитываются эмоционально и энергетически. И опять же, все благие дела, которые вы будете совершать, вопросы благотворительности, они не только будут вас наполнять эмоционально, они вам в жизни будут приносить какие-то неожиданные сюрпризы или радость, потому что туз чаш, это вот смотрите, вкусить радость, быть счастливым, получить отдачу. Конечно же, не от тех людей, которым вы, может быть, помогаете, от третьих лиц, но сам факт. Все у нас в жизни взаимосвязано и циклично. И смотрим с вами 12-й дом.
Что здесь нужно проработать? Двойка чаш. Ну, теперь я с уверенностью могу сказать, что год у вас шикарный. Смотрите, я, конечно, не знаю, как будет у других знаков зодиака. Сняла только вот, начиная с Овнов до Львов. И на текущий момент я могу с уверенностью сказать, что пока что у вас самый лучший расклад в плане проработки. То есть он более легкий, более гармоничный. И событийный ряд у вас здесь лучше будет значительно. То есть действительно год, который несет успех во многих сферах, несмотря на то, что он высокосный. Конечно, у кого-то в большей степени может резонировать не расклад по Солнцу, а асцендент. Асцендент тоже рекомендую посмотреть. Но в любом случае, если мы посмотрим и проанализируем, то это год легких энергий. Итак, что такое у нас 12-й дом? Его часто называют домом изоляции или точка одиночества. То есть у нас по этому дому идут монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха, работа в закрытых, изолированных помещениях. То есть там тюрьмы, психбольницы, военные объекты, военные предприятия, скрытые лаборатории, какие-то секретные организации. Не обязательно там орден масонов, хотя, как знаете, кто меня смотрит, вполне можете и вы смотреть представителей из масонского ложа. Но сам факт. Любые закрытые организации. Опять же, это работа или жизнь в изолированном пространстве, например, на острове, где-то какой-то домик, или там в глуши, в лесу. И двойка чаш от этого получать удовольствие. Поскольку у нас это также дом дальних земель, у многих из вас это партнер из других стран, из-за рубежа, издалека. То есть вот, найти свое, и у вас это будет получаться. Это быть счастливым. Это, кстати, у тех, кто занимается вопросами эзотерики и оккультизма, это найти свое признание. Прям отдушину. Потому что вот двойка чаш, это вот мое. Кстати, в этой нише вы можете еще найти себе или через эту нишу встретить своего партнера, партнершу, вторую половину. Поэтому действительно у вас здесь прекрасно. Давайте смотреть. Давайте анализировать, какие же все-таки ниши, сферы для вас здесь являются уязвимыми. Вы знаете, вот обращая внимание на все дома, но здесь все прекрасно. Даже тот факт, что в третьем доме у вас здесь ложится семерка монет, я не могу назвать ее негативной картой. Вот не могу. Здесь все прекрасно, само по себе. Поэтому, раз так все прекрасно, давайте закроем вам все это дело на коррекции аркана маг, чтобы вы были повелителями, хозяевами своей судьбы, и чтобы вы поворачивали свою жизнь, свою судьбу в то русло, которое вам необходимо. Потому что маг, я волшебник, я повелитель своей жизни, я добиваюсь всего, чего хочу, как хочу. Мне подвластно абсолютно все. Я в балансе, как наверху, так и внизу. Что мы сейчас с вами будем делать? Сейчас я буду топить сургуч, начитывать про себя ритуальную часть, обрядовую часть. Вы к этому моменту должны будете подумать о том, какое желание вы хотели бы, чтобы исполнилось у вас в рамках 2024 года. Это должно быть одно желание, не 10, не 20, как обычно у нас. Ой, я загадала и то, 5, 10, там какое исполнится. Нет, это так не работает. Поскольку у нас сейчас вот первые 2-3 дня, начиная с сегодня, самые сильные в плане энергетики, то есть все желания, цели идут в рост. Поэтому подумайте о чем-то одном, важном для вас, глобальном. Вложите максимум веры, любви, энергии в загаданное вами, чтобы это осуществилось в течение года. Ваше желание не должно содержать отрицательных частиц или утверждений. То есть нельзя говорить там «нет долгов» или там «не болею». Вы говорите «я здорова» или «я богата». Соответственно, если вы что-то желаете, это не должно быть во вред третьим лицам. Что если вы даже кто-то вас обидел, и вы хотите наказать этого человека, то вы должны не просить там ни кары небесной, а справедливого возмездия. Нельзя желать чего-то чужого, там увести там человека из семьи или у кого-то что-то забрать, отобрать. Это важно понимать, потому что здесь, это сработает вам во вред. Если на текущем этапе вам нужно больше времени, чтобы сосредоточиться, подумать над своим желанием, над тем, чего вы на самом деле хотите, вы можете поставить видео на паузу и, так сказать, настроиться на задуманное вами. Для тех же, кто уже готов, я сейчас буду начитывать тихонечко. Вы про себя проговариваете, можете прикрыть глаза, визуализировать, кому как легче. И мы с вами это запечатаем.
Так, оттиск у вас вышел хорошим. Это факт. Поэтому здесь однозначно желаемое вами осуществится. Но могу сказать сразу уже по оттиску, у многих желание вперекос материальному. Ну что ж, значит, возможно, для вас это важнее на текущем этапе. Духовное вот здесь, я вижу, хромает. Но ваше развитие, оно все-таки вам тоже поможет, даст новый старт в жизни. Самое главное, когда будет приходить материально, старайтесь его также использовать во благо не только себе, но и другим людям. Старайтесь заниматься благотворительностью. Тогда, возможно, этот перекос вы несколько уравняете, потому что все в жизни должно быть в балансе. Конечно же, этот аркан я сохраню до следующего года. Мы с вами потом посмотрим, проанализируем, как будет по факту, как отыграется информация. От вас я, конечно же, буду ждать обратной связи, как отыгралось, или что осуществилось, или как у вас сработали рекомендации карт. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.